Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о камере Leica X2. Прежде всего, сразу же оговорюсь, я не буду выпендриваться и говорить, что правильно произносить название Leica, потому что давно уже в русском языке стало общепринятым называть Leica Лейкой. Во всех литературных текстах употребляется такое наименование, которое мне известно, по крайней мере, начиная там с 30-х годов 40-х примерно, когда Leica стала популярна, в том числе и в СССР. Так что я просто буду говорить всегда Leica. Ну и также в самом начале я бы хотел несколько слов об истории бренда сказать, чтобы понимать лучше мое отношение к нему, собственно. Почему вообще я решил взять эту камеру на тестирование и посмотреть, что из этого получится. Все-таки более 100 лет назад, именно благодаря Leica, в обиход вошел малый формат, и фотография навсегда изменилась и стала доступнее и удобнее. И я сейчас серьезно, потому что малым форматом в начале 20 века считался размер пластинок 13 на 18 сантиметров. Тогда технологически было сложно сделать высокодетализированный снимок на небольшом отпечатке. И поэтому для большей детализации использовались огромные камеры с мехами, такими раскладывающимися. И их частенько вообще перевозили тупо на повозке, и это было крайне трудозатратно. Такая камера весила, как какой-нибудь станок на заводе, наверное. Иногда сооружались даже вот такие монструозные конструкции, как вот эта хреновина. Даже репортеры в то время использовали вот такие здоровенные конструкции. Хоть и они были складные, но все равно это была просто ужасная махина, да еще и вспышка там была такая на основе химического взрыва. Ну вот, в 1914 году инженер компании Leitz Оскар Барнак создал первый прототип вообще Leica. Называлась она UR Leica. Для съемки камера использовала кинопленку, и размер кадра там был 24 на 36 миллиметров. Тот самый полный кадр, который сейчас для нас считается стандартом, тогда он и родился. Камера поначалу не особо зашла, но после того, как люди поняли, насколько она дает большую свободу, потому что она была маленькая и удобная, все-таки было принято решение о том, что нужно выпустить и серийный образец. Поэтому в 1925 году было запущено серийное производство камеры под названием, простым лаконичным названием Leica 1. Качество снимков на такие фотоаппараты, конечно же, было гораздо ниже, чем на крупный или средний формат. Из-за маленького размера кадра детализация страдала. Зато эти камеры в сложенном состоянии легко помещались в карман пиджака или пальто. По сути, благодаря появлению компактных леек был дан очень мощный толчок в развитии стрит-фотографии. Маленькие неприметные камеры с очень тихим затвором идеально подходили для такого типа съемок. Как вы помните, первая половина 20 века, к сожалению, была богата на кровопролитные войны в мировом масштабе, когда множество стран воевали между собой и совершались всяческие бесчинства. И в то время репортеры как раз-таки воспользовались тем, что Leica очень удобна для переноски, легка и проста в обслуживании. Они врывались прямо на фронт и снимали там, документировали все. И благодаря этим снимкам мы очень часто можем судить о том, что там все-таки происходило, не читая какой-то сухой текст или какую-то сноску о количестве погибших, а видя по-настоящему, как люди друг друга убивают. И это заставляет нас никогда стараться не участвовать больше в войнах. Знаковыми кадрами для тех лет стали снимки, например, Каппы, который врывался прямо-таки во время высадки в Нормандии непосредственно в самую мясорубку. Теперь любой диванный аналитик, который желает побряцать оружием за чужой счет, за счет каких-нибудь молодых ребят, которые идут на фронт вместо него, должен понимать, что представляет собой война. Он может посмотреть на эти снимки. Также, когда война Вторая мировая заканчивалась, появился известнейший снимок «Халдея», где русские солдаты размещают советский флаг над Рейхстагом. Этот кадр также сделан на Leica. Но не только для репортажа Leica годилась, ведь она делала доступной фотографию и для художников совершенно другого плана. Для Картье-Брессона с его решающим моментом, который любил 50 мм
фокусное расстояние. И для таких фотографов, как Гарри Виногранд, и для такого дерзкого и интересного фотографа, как Брюс Гилден. Уж извините, что я сваливаю одних из самых известных фотографов 20 века в одну кучу, хоть они крайне разноплановые, но все они стали нам хорошо известны именно благодаря тому, что они снимали на лейку, на эту маленькую камеру. Они спокойно врывались в любые жизненные обстоятельства и делали интересные кадры. Естественно, нельзя сказать, что лейка задала тренд на малый формат и стала почивать на лаврах и просто расслабилась, выпуская примерно одинаковые камеры. На самом деле нет, конечно. На протяжении последних 100 лет они постоянно развивались и выпускали какие-то неординарные и необычные решения. В принципе, снимать на кинопленку фотографию придумали далеко не в самой компании Leica, и они были не первыми, кто решил так сделать. Но именно Leica начала массовое производство своих прототипов и определила дальнейшее развитие фотографии таким образом. Для примера, в 30-е годы появилась Leica 2, у которой фокусировка осуществлялась уже по оптическому дальномеру. На самом деле в Kodak придумали первыми использовать такой тип фокусировки, но именно Leica сделала это удобным и массовым. Вплоть до 50-х годов они выпускали маленькие свои камеры с резьбовым креплением, а в 1954 году появилась их первая камера в серии M, Leica M3, соответственно и байонет поименовали также M-байонет. В камере уже был установлен видоискатель со встроенным дальномером, к тому же у нее учитывалась компенсация параллакса и были сменные рамки для того, чтобы под разные фокусные расстояния можно было удобно визировать. В целом компоновка камер M-серии не изменилась и по сегодняшний день. Они прекрасно работают в умелых руках, не в таких кривых, как у меня. Я ни за что в жизни не готов фокусироваться вручную. Конечно же, дальномерками компания не ограничивалась. В 60-е и 70-е годы выпускались и однообъективные зеркальные фотоаппараты. Одни из первых Leica Flex с байонетом R. Ну а в 80-е в содружестве с компанией Minolta была выпущена их новая серия Leica R. И в самых разных модификациях эти камеры выпускались аж до конца 2000-х. Также в 80-е и 90-е ими выпускались очень хорошие компакты с классными и зум-объективами, и с фикс-объективами. Не то что мыльницы, конечно, да, маленькие пластиковые камеры, но качество их было просто супер отличным. У меня скоро на канале будет также обзор на Leica Mini, которая мне очень нравится, второй модели. Как раз 80-е и 90-е становятся крайне популярны однообъективные зеркальные камеры, потому что они сильно упростились и удешевились в производстве. И теперь на рынке постепенно начинают доминировать Canon и Nikon с их достаточно доступными камерами. У них уже приличная автоматическая фокусировка, скорость съемки гораздо быстрее, чем у любых других конкурентов. И вот в этот период дальномерные камеры Leica становятся уделом лишь какой-то горстки профессиональных репортеров старой школы. К 2000-м пленочными дальномерными лейками интересуются уже, наверное, только какие-то коллекционеры или полусумасшедшие хипстеры, которым просто делать нечего, и они хотят повыпендриваться перед друзьями. Бывшая когда-то сама мейнстримом, Leica постепенно вытеснена новым течением. Теперь всем гораздо удобнее пользоваться простенькими пластмассовыми зеркалками со сменной оптикой, автоматической фокусировкой или какими-нибудь простейшими мыльницами, у которых там вообще одна кнопка. С этой поры Leica становится нишевым продуктом для избранных. И вот с приходом цифровой эры в 2000-х годах Leica начинает выпускать помимо своих стандартных пленочных камер M-серии еще и цифровые небольшие камеры, всяческие компакты серии Digilux. Как правило, это были просто копии камер Panasonic, но с слегка измененным дизайном, конечно же, с добавленной красной точечкой и ценой, конечно же, из-за этого в 2 раза большей. В 2006 году даже была выпущена камера Digilux 3, которая являлась клоном вообще-то камеры Panasonic Lumix DMC L1. Она была под стандарт 4/3, тогда еще не микро 4/3, с довольно интересным решением с призмой Porro. В этом же году был и выпущен первый цифровой дальномерный фотоаппарат из серии M. Эта камера обладала APS-H матрицей с кропом 1,33 и разрешением на 10 мегапикселей. Конечно же, она была CCD. В те времена вообще почти все камеры делались CCD-матрицами. CMOS тогда был не очень популярен, но со временем все изменилось. А уже в 2008 году была анонсирована первая среднеформатная камера у Leica, Leica
2. Первая модель, по сути, не важна, она использовалась только для того, чтобы, по сути, сканировать какие-то изображения, потому что там было огромное разрешение, и не использовалась для какой-то такой обычной съемки в обиходе хоть одним фотографом. В среднеформатной камере была матрица на 37 мегапикселов, также CCD и также производство компании Kodak. Да, в этот момент Kodak еще не был настолько мертвым, как сейчас. Кстати, это любимая камера Димона. И вот в 2009 году в линейке камер M появилась первая полнокадровая. M9 также была построена вокруг сенсора на 18 мегапикселов с CCD технологией. И выпускалась еще много лет с самыми разными модификациями, в том числе, например, и монохром, у которой просто не было байеровского фильтра перед матрицей. CCD-матрицы плюс какие-то фирменные алгоритмы лейковские по обработке изображения придавали кадрам с этих камер какой-то непередаваемый, приятный такой ретро-пленочный вид. Ну, в принципе, и сейчас передают, очень многие фотографы до сих пор их используют и получают большое удовольствие. В 2009 же году вышла и первая версия компактной камеры Leica X, ну вот, предшественницы моей камеры. Она также обладала APS-C сенсором, и у нее был тот же самый объектив на 24 мм, что в эквиваленте равняется 36. Ну, с той лишь разницей, что там было 12 мегапикселов, а у меня сейчас 16. В то время премиальных компактов с крупными матрицами вообще не было, если не считать какую-нибудь Sigma DP1S, которую я, кстати говоря, обозревал. Но там была очень уж своеобразная матрица Foveon, так что конкурентов, по сути, у них на тот момент не было. Fujifilm еще не разродился своей X-серией. Fujifilm X100 должна была появиться лишь только в 2011 году, а Ricoh GR, перерожденный в APS-C формате, только в 2013. Ну а сегодня мы, собственно, будем вести разговор о вот этой камере Leica X2. Она была выпущена в 2012 году. Камера довольно интересная. Сейчас я про нее расскажу. Сначала, конечно же, мы рассмотрим ее внешность, и потом уже поговорим о различных характеристиках. Форм-фактор и габариты напоминают нам о самых первых камерах Leica 20-30-х годов. Действительно, такие же, в общем-то, изгибы, металлический корпус. Причем довольно легкий, всего лишь 350 граммов, хотя кажется на вид она увесистой. Чтобы ты вдруг не забыл, что это за производитель, здесь написано слово Leica 8 раз, на крышке объектива, на самом объективе, в красной точке, также на верхней панели, еще разок на задней панели. Также имеется надпись Leica и на заглушке горячего башмака. И еще 2 раза на нижней панели слово Leica присутствует. Выпускалась камера в стандартных 2 цветах, полностью черная и также серебристая с черным покрытием. У меня камера серебристая с накладками из телячьей кожи, очень приятный на ощупь, темно-зеленого цвета. Вообще она бывала еще и в разных других цветах. Ну, там уже были спешл издания, насколько я понимаю. Сверху у нас находятся 2 самых главных колесика для управления диафрагмой. Оно имеет шаг в 3 ступени. Так, и для управления выдержкой. Тут, правда, выдержки четко пошагово идут, никаких промежуточных вариантов нет у нее. В зависимости от положения этих колесиков у вас будет определенный режим. Если у вас здесь стоит А здесь стоит настройка какая-то, значит у вас приоритет диафрагмы. Ну и также наоборот, если у вас здесь стоит А здесь какая-то выдержка, значит приоритет выдержки. Если оба колесика повернуть на какие-то настройки, то у вас будет полностью ручной режим. Как такового колесика выбора режимов здесь нет, естественно. Это абсолютно лишняя деталь для такой камеры. Правда, если переходишь в режим полного мануала, то у тебя возникают проблемы. ISO тоже перестает быть автоматическим, что как-то вообще крайне тупо, но приходится тогда управлять еще и ISO вручную. Кнопка спуска обрамлена рычажком включения, вроде бы все супер, удобно, но зачем-то здесь инженеры решили впендюрить также и переключение режима протяжки, то есть
continuous или single shot. Опять же на этом же колесике. То есть ты когда включаешь камеру, частенько пролетаешь просто мимо сингла и сразу же в continuous улетаешь. Это крайне тупо, на мой взгляд. Серийная съемка мне на эту камеру нахрен не сдалась, но зачем-то она здесь вынесена сразу же наружу и туда, куда не нужно. Да еще и ты случайно ее включаешь. Довольно сложно поначалу привыкнуть нежно включать камеру, чтобы не проскочить. Ну, я привык. У камеры также есть встроенная вспышка. Прячется она вот тут. В общем, пыхает довольно неплохо. Включается рычажком на задней панели. Защелка там механическая. Включение камеры нет необходимости для того, чтобы выдвинулась она. Раньше здесь был такой нелепый тубус, выдвигающийся у первой модели. И вспышка работала, ну, мягко говоря, так себе. Здесь сейчас она выносится немножко вперед и чуть-чуть вверх. За счет этого гораздо лучше бахает и нет тени от объектива. Нашлось сверху место и для горячего башмака полноценного. Сюда можно также встроить вспышку, любую вообще абсолютно. Ну или, может быть, даже если захочется, можно поставить оптический видоискатель. Ну, блин, тогда камера какой-то громоздкой становится некрасивой. Но с другой стороны, здесь есть еще и интерфейсный разъем внизу под горячим башмаком, куда можно подсоединить электронный видоискатель. Вот у него уже разрешение приличное, будет 1,4 миллиона пикселов. Помимо родного, дорогущего, с надписью Leica, сюда подходит также видоискатель от Olympus под названием VF2, который, конечно же, идентичен по ТТХ, но стоит в 3 раза дешевле. Правда, он может работать с лагами. Я, например, пробовал подсоединить один из видоискателей от Olympus, и он почему-то у меня картинку выдавал с полосами вертикальными. Я не знаю, в чем прикол. Ну, то есть он, в принципе, картинку передавал, просто она исходила артефактами. Снизу находится штативное гнездо, почему-то смещенное в сторону. Видимо, мешало телескопическому механизму объектива, потому что тут особо некуда вставить еще заглушку эту металлическую. Сам корпус, естественно, сделан из алюминия, но почему-то вот крышечка батарейного отсека сделана из пластика, да еще и немножечко люфтит с такими характерными щелчками. Тут в батарейном отсеке у нас под защелкой находится и карточка памяти, вот, и также батарейка. Несмотря на то, что она довольно маленькая, кажется на вид неказистой, но ее хватает довольно надолго. Снимков так на 300-400 точно, ну по тем временам это вообще довольно хорошо. Справа под откидной крышечкой находится отсек, где прячутся два разъема, мини HDMI и USB Type-D. Ужасной формы и размера. Ну а сзади все четко и минималистично, кнопок ровно столько, сколько необходимо. Слева тут находится кнопка просмотра отснятого материала, настройка типа фокуса, баланс белого, ISO, ну и информация, которая у тебя будет показываться на экране в различных ситуациях. Справа находится стандартная крестовина с кнопкой меню и ОК в середине. Вверх тут коррекция экспозиции вызывается. Влево будет у нас можно настроить таймер, вправо режим вспышки, а вниз переключение между автоматическим и мануальным способом фокусировки. Вокруг крестовины также есть колесико регулировки настроек. Когда ты что-то выбираешь, можно этим колесиком переключаться. Очень удобно. И также здесь находится самый приятный орган управления, на мой взгляд, колесико ручной фокусировки. Оно не имеет никаких стопов, крутится легко и просто, при этом довольно плавно и имеет приятную такую текстуру с насечками. Такое колесико, оно похоже на то, что было в Sigma DP1S, про которую я уже однажды рассказывал. Но там были нанесены на само колесико шкалы, а здесь, когда переключаешься в режим ручной фокусировки, у тебя просто включается увеличение, и шкалы отображаются прямо на экранчике.
Камера, когда фокусируется, звуки также издает, имеет некоторый шаг она при вот этой фокусировке, но он довольно маленький, этот шаг, так что можно довольно точно фокусироваться вручную. Прибегать к ручной фокусировке приходится довольно часто, даже чаще, чем хотелось бы, но я про это расскажу позже, когда подойдем к рассказу о том, как фокусировка здесь работает. Экранчик камеры выглядит устаревшим даже для тех лет, разрешение всего лишь 230 тысяч точек, диаметр 2,7 дюйма. Благо, хотя бы частота кадров выросла до 60 кадров в секунду, а то у X1 там было 30 кадров в секунду и прям был заметный лаг. Ну, экранчик довольно яркий при этом, не слепнет на солнце, ну и цвета на нем довольно хорошие, хоть и разрешение маленькое. Меню также минималистичное, как и всегда у Leica, и в нем есть единственное, что пункты, которые вводят в ступор. Например, можно выбрать режим съемки DNG плюс JPEG или JPEG. Но просто в DNG без JPEG ты снимать не можешь. Я не понимаю, в чем прикол, но окей. Также в настройках ISO очень много странностей. Нормально можно настроить непосредственно только само ISO, указав максимальное, да, число. А вот максимальную выдержку можно выбрать лишь из 3 пунктов. 1,8, 1.15 и 1.30. Есть еще также странный пункт под названием стабилизация. Но, естественно, стабилизатора в камере нету никакого, ни в объективе, ни на матрице. Тут применяется какая-то цифровая хитрость, какая-то магия, которая работает, в общем-то, только в JPEG, так что это вообще не имеет смысла настройка, ну, пускай будет включена на всякий случай. Объектив имеет телескопическую конструкцию. Он выдвигается при включении. Ну, это сделано ради компактности. Я, правда, не жажду засасывать пыль на матрицу, поэтому просто снял вот это колечко с объектива. Там довольно большая резьба, кстати говоря, откручивать его довольно долго. В общем-то, убрал. Поставил сюда вот такой переходничок. На этот переходник удобно надевать какие-либо светофильтры, можно полярик, нейтральной плотности или просто защитный, как вот в данном случае, диаметром 49 мм. Просто накручиваешь, и у тебя объектив защищен от попадания пыли, в общем-то, становится. Ну, также я бы рекомендовал накрутить бленду, для того, чтобы не ловить боковые засветки и блики. Потому что при боковой засветке камера действительно теряет серьезный контраст и частенько ловит блики. Бленда в данной ситуации просто незаменима. Объектив хоть и не поменялся, он остался такой же, как и у первой модели. Но у него разрешающая способность была, в общем-то, с избытком, с запасом, так что 16 мегапикселов она разрешает. Я думаю, она бы и все 30 разрешила легко и просто. Высокая резкость по всему полю кадра на всех показателях диафрагмы здесь просто гарантирована. Ну, на f2.8 углы чуть помягче, конечно, но это, в общем-то, логично. Фокусное в эквиваленте это 36 мм, практически те же самые классические 35. Ну, мне не очень нравится, на самом деле, это фокусное расстояние, но если немножко поснимать, можно к нему приноровиться. Просто я привык к 28. К сожалению, переключения в макрорежим у камеры нет, и приходится довольствоваться только просто достаточно близкой съемкой. Там всего лишь, в принципе, 30 сантиметров, это все равно близко, но, конечно, не макро. Макро это не назовешь. Впрочем, детализация на таких снимках все равно довольно высокая, а из-за того, что на открытой диафрагме довольно приятное мягкое боке, выглядят картинки все равно классно. В целом, по качеству картинки, по резкости, по наличию каких-то хроматических аберраций или еще искажений, объектив гораздо лучше, чем у серии Fujifilm X100. Ну, X100V, последнюю, или X105 я не пробовал, там, говорят, объектив немножко переделали. Возможно, он и стал лучше, но когда-нибудь я до нее тоже доберусь и попробую рассмотреть. Как я ранее уже говорил, у камеры разрешение 16 мегапикселов. Для тех лет это довольно высокий показатель. Камера делает картинки в DNG, и эти файлы RAW довольно хорошо тянутся. В тенях сохраняется очень большое количество деталей, а в цветах, конечно, детали страдают. То есть получается здесь такой серьезный перегиб у динамического диапазона в сторону теней. Ну, в то время это было
как-то привычно многим камерам, и света до сих пор у многих на APS-C сенсорах тянутся фигово. Вполне логично, что я предпочитал немного недоэкспонировать в большинстве ситуаций съемочных. Детализация также отлично сохраняется и на стандартных показателях ISO, от ISO 100 до 3200, все в полном порядке. Да, понятное дело, картинка становится немножко шершавой на высоком показателе от 1600 начиная, но все, что до этого, выглядит очень даже чисто и приятно. Пробовал я задирать показатели ISO и до 6400, и до 12500. Ну, конечно, на таких показателях картинка выглядит просто как мусор и абсолютно становится плоской, цвета уже деградируют. А если не задирать ISO и делать картинки ночные на длинных выдержках, обратил внимание на то, что пикселы на сенсоре не загораются, ну или камера алгоритмами отлично это подавляет. Одним словом, матрица просто прекрасная. Но процессор волшебно обрабатывает кадры. JPEG-файлы в стандартном режиме крайне невзрачные, не впечатляющие. Иногда по цветам они бывают неплохие в некоторых ситуациях, но мне не очень понравились. ЧБ же сделано чересчур в лоб, то есть просто картинка переводится в черно-белый формат, без каких-то интересных изысков. Традиционно JPEG мне не понравились, но зато RAW у камеры просто офигенные. DNG-файлы у Leica очень гибкие, но по умолчанию баланс белого настолько хороший, что в принципе практически не требуется никаких доработок. Алгоритмы камеры как-то хитроумно приукрашивают картинку, не знаю каким образом. Все выглядит не натурально, но очень красиво. У камеры настолько хорошие и красивые картинки получаются, что я практически не испытываю никакого желания вносить какие-то корректировки. Как я заметил, особый упор сделан на скин-тон. И в любых условиях освещения кожа людей рендерится таким образом, чтобы она выглядела красиво. В предзакатную пору цвета кожи довольно приятные, не слишком теплые. В пасмурную погоду все равно кожа выглядит хорошо. С лампами накаливания баланс белого справляется просто отлично. Но больше всего меня поразило фото, которое я сделал чисто случайно. Встретил подругу просто у метро, и с одной стороны ей на лицо светил люминесцентный свет, который отдавал зеленью, а с другой стороны теплый свет от лампы накаливания. При таких смешанных источниках освещения большинство камер растерялось бы или сделало бы какой-то перекос в какую-то из этих сторон, или в тепло, или в зелень. Но Leica отлично справилась, и картинка выглядит отлично, кожа очень хорошая. Да, цвета все остальные нереалистичны, но это не так важно. Главное, что лицо у человека выглядит лицом человека. 35 мм, конечно, не подходит для портретов в классическом понимании, но я, конечно же, не удержался, все равно сделал несколько прекрасных портретов, кое-какие даже в студии. Пусть, конечно, присутствует на этих кадрах небольшая дисторсия, но очень уж нежные цвета получаются. Тяжеловато бывает снять какие-то внезапные стрит-фотографии, потому что у камеры на самом деле автофокус фиговый. Прямо скажем, довольно фиговый. Он не то чтобы промахивается, но между тем временем, когда он сфокусировался, и твоим нажатием на кнопку спуска происходит такой солидный лаг, что объект успевает уже, не знаю, там убежать, поменять свое положение, смазаться. И это еще при фокусировке с одной точки, которой я пользуюсь традиционно. Я попробовал автоматическую фокусировку и по нескольким точкам. Это вообще смехотворно, она полностью не работает, фокусируется на куда-то на задний план, когда ты снимаешь что-то на переднем, скачет туда-сюда, как сумасшедшая. Вообще камера не врубается, что от нее хотят. И особенно смешно из-за этих прыжков бывает так, что камера зарегистрировала, что фокусировка состоялась, загорелся зелененький квадратик на каком-нибудь месте, но на самом деле она никуда вообще не сфокусировалась, она находится сейчас линзы в промежуточном состоянии между одним местом предыдущим, куда она фокусировалась, и следующим. То есть, ну просто бред, очень медленно двигаются сами линзы. Следящий фокус, не могу сказать, что он не следит, он, конечно, пытается, но линзы просто не поспевают за ним, и из-за лага у затвора ты не можешь никакой активной съемки делать.
Благо ручной фокус у камеры сделан отлично, и если ты никуда не торопишься и не снимаешь какого-то экшена, можно спокойно, размеренно прицелиться по шкале, включить экранную лупу и навестись вручную, крутя вот это вот нежно такое приятное колесико. Единственное, конечно, что нет пикинга, и это минус. В общем, Leica X2 довольно странная камера, в ней довольно много противоречий. И, на мой взгляд, она не слишком удачная получилась. Вроде бы качество фото просто божественное, объектив резкий, с приятной передачей глубины, матрица хорошая, цвета сказочные, DNG очень гибкие, но в то же время автофокус абсолютно никчемный. Плюс очень спорная эргономика, какие-то непонятные решения в духе, что ты не можешь снимать только в DNG, не можешь нормально настраивать ISO, когда у тебя полностью ручной режим. И много-много каких-то недоработок, вот таких, как, например, кнопка включения, у которой банально, глупо сделана. Вряд ли X-серию ждет продолжение, на мой взгляд, она получилась не слишком интересной. Через год после выпуска Leica X2 компания Leica выпустила также и Leica X Vario. Это была камера с зумом, у которого было фокусное расстояние в эквиваленте 28-70. Он был довольно темный, с той же самой матрицей. Автофокус там также не изменился в лучшую сторону. Только камера стала гораздо больше из-за того, что объектив стал с переменным фокусным расстоянием. Думаю, вряд ли Leica в ближайшем будущем будет продолжать свою серию APS-C компактов. Сейчас у них и так в APS-C сегменте есть несколько направлений, и все они не с фиксированным объективом, а со сменной оптикой. Это, например, серия CL, которая в том же самом форм-факторе, что и Leica X, только у нее есть еще и оптический видоискатель. Ну и TL-серия с необычным сенсорным управлением. Кстати говоря, про дешевый китайский закос под Leica TL я уже делал обзор. То, как Xiaomi выпустила свою первую камеру, попытавшись закосить под Leica, это было смехотворно. Сама Leica, в принципе, сейчас не брезгует сотрудничать с китайскими брендами. Например, они разрабатывают оптические схемы для телефонов Huawei, ну а также разрабатывают оптику для экшн-камер китайской же фирмы Insta360. Во времена, когда фотография была уделом только лишь профессионалов, именно на Leica чаще всего делались культовые фото. Например, Марк Рибу сделал фото маляра на Эйфелевой башне. Деннис Сток сфотографировал Джеймса Дина, бредущего под дождем по Таймс-сквер. Альберто Кордо сделал эту знаменитую фотографию Че Гевары, которая была позже максимально растиражирована и ставшая частью поп-культуры. Сейчас фотоаппараты стали доступны каждому дурачку, и поэтому фотография довольно значительно деградировала. Когда заходишь куда-нибудь в онлайн, крайне сложно разглядеть среди груды всякого хлама хоть какие-то бриллианты. Глаз у современного зрителя довольно сильно замылился, и мы уже довольно сильно присытились вот этим визуальным мусором. И вот в это время Leica стала статусным продуктом. Оставшись верна своим традициям, она осталась элитарной. Мне вот тоже захотелось прикоснуться к прекрасному, но единственная Leica, которую я смог себе позволить, это Leica X2. Когда я ее приобретал, в большей степени мне было интересно проверить. Leica — это уже элемент стиля для богатых людей, у которых просто денег куры не клюют, или это все еще про настоящую фотографию. И я был приятно удивлен. Это, в общем-то, и то, и другое. Leica действительно стоит бешеных денег, и ее частенько люди используют далекие от фотографии. Частенько люди готовы просто платить сверху дополнительные деньги только лишь за наличие красной точечки заветной на камере. Но в то же время и качество фото получается просто офигенная. В 2015 году была выпущена первая полнокадровая компактная камера у Leica. Называлась она Leica Q, там было 24 мегапикселя и прекрасный дорогостоящий объектив 28 мм f1.7. По сути, если посмотреть, сколько отдельно такой объектив у Leica стоит, а это $5000, отсюда же родилась и шутка, что ты покупаешь объектив 28-1.7, а камера тебе дается в подарок. Я на нее тоже сделал несколько кадров, и она мне очень понравилась.
В отличие от похожих камер у Sony из серии RX1, эту камеру как минимум удобно держать в руках. У нее приятный форм-фактор, есть выемка под большой палец сзади. При этом у нее мое любимое фокусное расстояние 28 мм, а не дурацкие 35. Надеюсь, что у меня однажды получится раздобыть ее для полноценного обзора. Сейчас Leica плотно сотрудничает не только с китайскими брендами, но и состоит в L-альянсе, так называемом, куда входит Panasonic еще и Sigma. И они совместно разрабатывают под L-Bayonet новые камеры и новые объективы. Также Leica продолжает выпускать и просто переоформленные на свой лад и свои дизайнерские решения камеры Panasonic. Они делают клоны их дюймовых суперзумов, например, и также мультиаспектных камер на микро 4 третьих. Есть у них и полнокадровый флагман на L-Bayonet, Leica SL2 с 47 мегапикселами. Также в прошлом году они выпустили Leica Q2 с влагозащитой уже и таким же сенсором, кстати, на 47 мегапикселов. Буквально на днях выпустили Leica Q2 монохром. Я побывал на ее презентации, также сделал там несколько кадров. Мне она, честно говоря, не так сильно понравилась, как обычная Q. Но, возможно, на вторую версию Q у меня также получится сделать обзор. Будем на это надеяться. Если вам было интересно, ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться. Всего хорошего.